Друзья, у меня почему-то складывается уверенность, что более легкого хлеба, чем вот этот, который мы сейчас с вами испекем, быть не может. Но при этом он очень вкусный, полезный и делается из тыквы и крупы, стакана крупы. Сейчас мы с вами все и сделаем. Меня зовут Валера, и вы на канале Художник на кухне. Первое, что мы делаем, мы берем тыкву, и чтобы не чистить и не отнимать время, я уже почистил кусочек тыквы, и сейчас мы замеряем, сколько в граммах, чтобы точно знать, чтобы у вас точно получилась эта тыковка. 310 грамм. 300 грамм тыквы берем. И теперь нам просто эту тыкву на досочке. Хочу познакомить вас с своим любимым рыжиком, а других своих животных покажу чуть далее в рецепте. Надо измельчить. А делается это при помощи обычной терки с крупным сечением. И вот эти 300 грамм тыквы, они чистятся буквально вот, пока я это сказал, она уже наполовину почищена. Вот этот хлеб, он без муки, без глютена, без сахара. Что там еще? Дрожжи, без дрожжей. Закваска еще применяется для хлеба, но для этого хлеба закваска тоже не нужна. Вы представляете, насколько простой хлеб? Не надо ждать закваску, подойдет, не подойдет. Подкармливать закваску не надо. Никаких тебе дрожжей вредных. Ничего этого. Глютена тоже нету. Муки потому что нету. И я не могу найти хоть один аргумент вредный в этом рецепте. Поскольку тыква полезная. Вроде как все полезное. Обязательно вытираются ручки. Обязательно чистится стол, чтобы все было чистенько. И что я сейчас делаю? Я беру емкость и в емкость при помощи лопаточки сгружаю нашу тыкву. Пусть себе лежит, наслаждается. Вот такая красота. Теперь у нас уже на самом деле почти пол рецепта готово. Кстати, по поводу рецептов, друзья, я вам крайне рекомендую вот эти два рецепта. Шикарные рецепты из тыквы. Я думаю, вы точно оцените. Ну, захотите, то посмотрите и приготовите. Ссылочки я оставляю в описании и сразу же после этого ролика. Вот такая красота. Далее, что нам с вами надо сделать? Нам чуть-чуть не мешало бы добавить сольки. Буквально чуть-чуть, капельку. Я 1/3 чайной ложечки соли добавляю. Чуть-чуть черного молотого перца, буквально грамульку. Но вы можете этого не делать. Я добавлю одну специю. Это уже вообще не обязательно. Она просто мне пахнет очень вкусно. Это такая очень интересная специя. Забыл, как называется. Укроп, вспомнил. Я беру 2 яйца. Яйца у меня крупные, свойские. Домашнего свободного выгула. Поэтому 2 яйца. Если яйца мелкие, можно взять 3 яйца. Вот такая красота у нас получается. И сейчас вот сюда мы добавим еще 2 компонента. Вот такие вот. Перемешали. Сильно перемешивать не надо. И у нас еще 2 компонента. Первый компонент это сода, которая вообще здесь не будет чувствоваться.
Соды я беру 1 ложечку чайную, но без горочки. Далее нам надо взять разрыхлитель. Почему я беру и соду, и разрыхлитель? Я сейчас вам это объясню. Разрыхлителя я также беру 1 чайную ложечку. И теперь просто это перемешать. Тыковка начала давать сок. То, что нам и надо. Так вот, почему я взял и соду, и разрыхлитель, хотя это кажется одно и то же. Для разрыхлителя ничего не надо дополнительных и компонентов. Разрыхлитель работает сам по себе. Прекрасно. Для соды нужен активатор. Активатором может быть абсолютно любая кислота. Лимонная кислота, но в нашем случае активатором будет служить кефир. Вот. Теперь настала очередь добавлять стакан пшена. Но пшено я предварительно замочил. Примерно на 2 часа в теплой воде. Раз 6-7, наверное, я промывал. Поэтому вот стакан тот же самый пшена. Вот он так у нас и выглядит. Только он 2 часа постоял в теплой водичке. Лучше всего работает, если вы оставите даже его на ночь. Зальете водичкой и пусть себе ночку постоит. Вот такая красота. Отправляем. И теперь просто все смешиваем. И у нас рецепт уже практически готов. Как ни странно. Вот так это все перемешивается. У нас остается лишь один компонент, который активирует наш хлеб, чтобы он поднялся. Вот в этом секрет. Секрет не только в этом, секрет еще в том, что все компоненты у нас должны быть комнатной температуры. Яйца и все остальное должно быть комнатной температуры. Это очень-очень важно. Теперь я все вот это вот дело отправляю в блендер. Вы увидите, насколько получается жидкое тесто. Это вас не должно пугать абсолютно. Ни в коем разе. Это нормальный процесс. Кажется, что жидкое тесто и все, ничего не взойдет. У меня так было тоже первый раз, но тем не менее. Включаем блендер. А это мои любимчики. Тигра и Аватар. Я их люблю не менее, чем Рыжика. Этого достаточно. Теперь это не будет не обязательно, но мне захотелось добавить маслица. Я беру и сейчас добавляю маслица. Маслица я добавлю примерно 40 грамм. Прямо вот в чашу блендера я ее и добавлю. Вот так вот. Раз. Все, масло пошло. И у нас остался последний компонент, который активирует наше тесто. И тогда уже надо быстро работать. Но сейчас на данном этапе у меня уже разогрета духовка до 180 градусов. Уже она должна у вас быть разогрета, поскольку тесто начнет сразу же работать. Я беру стаканчик и отмеряю 50 грамм, 50 миллилитров кефирчика. Вот этого будет достаточно. И точно так же отправляется все в блендер. Раз. Очень хорошо. И нам остается один раз замешать и отправлять в духовку. Вот и весь секрет. Готово. Я подготовил предварительно формочку. Вот так выглядит эта формочка. Предварительно я положил в нее пергаментную бумагу. Обязательно силиконизированная, потому что я так намучился с обычной бумагой.
Это просто ужас был. И я теперь просто вливаю все в нашу форму. Как вы видите, идеально получилось соотношение высоты. Буквально почти под целую форму. И теперь я уже несу в разогретую предварительно духовку, духовой шкаф. Тесто уже начинает работать. Начинает соединяться кефир и сода. И плюс еще, как я уже говорил, разрыхлитель. Всего этого не будет чувствоваться в нашем вот этом хлебушке из тыквы. Не буду затягивать, а сразу несу в духовой шкаф. А мы сразу, буквально мгновение, и будем смотреть результат. Интересно почитать в комментариях, кто вам понравился больше, котик или песики. Друзья, хлебушек готов. Вот он так у нас выглядит. Немного неказисто, конечно. Я бы сказал, даже очень неказисто. Но, честно вам сказать, недоволен я этим хлебушком. Он получился сильно внутри, сильно влажный. И я понимаю, что с тыквы надо было весь сок все-таки выжимать. Поэтому он чуть-чуть осел даже. И вот я считаю этот рецепт промахом своим в какой-то степени. Поэтому бывают рецепты и не очень удачные. Сейчас я его разрежу, и мы посмотрим, как там внутри. Я вам покажу с более близкого расстояния, как он выглядит. Видите, не очень оно вот так вот прям презентабельно смотрится. Вот так он выглядит. И сейчас я его разрежу. Повторюсь, я им не очень доволен. Точнее, вообще недоволен. Но как есть. В общем, не все рецепты получаются удачными. Этот хлеб я вам как бы не рекомендую пока что. Пока этот рецепт я не довел до совершенства. Тут еще, видите, низ не пропекся абсолютно. Вообще не пропекся. Вот, смотрите, отслоилось. В общем, не зря я им недоволен. Это провал. Так что, друзья, извините, бывают и такие рецептики. Но на встрече в новом рецепте, я думаю, он будет более удачный. До встречи, пока-пока, друзья.